Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – переговоры по методу СПИН. Но прежде чем начать, мне бы хотелось договориться о некоторых определениях. Существует такой термин, как картина мира человека. Что такое картина мира? Картина мира – это наше представление о том, как устроен жизненный лабиринт, внутри которого мы с вами живем. То есть у каждого человека в его голове существует некий диапазон возможностей, как в материальном смысле, так и в метафизическом, который предполагает, что куда-то мы двигаться можем, а куда-то не можем. У каждого человека всегда существует представление о своем и чужом поведении в той или иной ситуации. Что для него возможно, а что невозможно. Что эффективно, а что неэффективно. Что выгодно, а что невыгодно. Возможностное поведение человека с разными оценками представления о тех или иных возможностях и формирует картину мира этого человека. Также еще важно учитывать такой немаловажный фактор, чтобы картина мира человека была более полной, она должна быть чувственной. Потому что если она не чувственна, то поведенческие возможности такого человека бедны. Вступая с человеком в переговоры, нам принципиально важно понимать его картину мира. Иначе нам довольно сложно будет куда-то продвинуться дальше. Поэтому, если для понимания картины мира нам приходится пользоваться различными рода вопросами, а именно вопросами открытыми, закрытыми и альтернативными, а также использовать техники активного слушания, то для изменения картины мира человека хорошо помогают вопросы Нила Рекхема по методике СПИН. Что это за методика? Нил Рекхем предложил следующую идею. Он разделил вопросы на 4 категории. Что это за категории? Это вопросы ситуационные, проблемные, извлекающие и направляющие. В чем заключается суть данной методики? Суть данной методики заключается в том, что ситуационные и проблемные вопросы направлены на выяснение потребностей человека. Тут также важно определиться в терминах, что такое скрытые и явные потребности. Скрытые потребности – это когда человек высказывает какое-то свое недовольство. А явные – это когда он готов сделать что-то, чтобы эту ситуацию изменить. Поэтому для перевода человека от скрытых потребностей к потребностям явным используются вопросы извлекающие и направляющие. Именно с помощью технологии СПИН мы продвигаем человека от отсутствия проблем к осознанию, что они у него есть, и возбуждению у него желания эти проблемы решить, желательно при помощи того продукта, который мы продаем. Эта методика помогает нам продвинуть человека к нужной точке кипения, когда он готов не просто поболтать о проблемах, а когда становится готов что-то изменить в своей жизни или в своей компании. Давайте разберемся, для чего нужны ситуационные вопросы. Ситуационные вопросы нужны для получения информации. Мы собираем некие факты о бизнесе, о текущей ситуации в компании клиента. Ситуационные вопросы помогают нам собрать информацию. Они позволяют определить контекст для выявления его проблем. Так как в больших продажах цель вопросов – это выяснить скрытые потребности и развить их до явных потребностей, то опытные переговорщики стараются задавать ситуационные вопросы выборочно, тем самым обеспечивая такую нейтральную дистанцию, которая позволяет понять ситуацию в компании клиента. Так как на начальной стадии интерес клиента к нам сравнительно невысок, важно задавать ситуационные вопросы таким образом, чтобы они были как можно более адекватны. В чем заключается проблема ситуационных вопросов? Типичная проблема заключается в том, что неопытные продавцы часто задают их беспорядочно. А что можно сделать, чтобы сократить количество ситуационных вопросов? Надо как следует выполнить домашнее задание. Другими словами, качественно провести подготовку к переговорам. Итак, давайте перейдем к проблемным вопросам. Для чего задаются проблемные вопросы? Проблемные вопросы задаются для того, чтобы узнать о проблемах и трудностях, которые возникают у клиента в связи с его текущей ситуацией. Когда мы говорили о стратегии переговоров, то многие продавцы часто избегают проблем. Есть такой тип продажников, как атмосферники. В чем заключается их деформация? Они прекрасно умеют устанавливать отношения с клиентом, но проблема в том, что эти отношения никогда не приводят к сделке. Такие продавцы прекрасно умеют устанавливать контакт, но они не используют его для того, чтобы продвинуть клиента к заключению сделки. Почему так происходит? Они боятся проблем. Почему? Они ориентированы исключительно на отношения. Они опасаются того, что если он затронет какую-то проблемную зону, то это нарушит некую тонкую грань сложившихся отношений. Давайте вспомним золотое правило продаж, которое звучит следующим образом. Нет проблемы, нет продажи. Дело в том, что если вы не выяснили у клиента проблему, не подвели его к желанию что-то изменить, а обычного человека толкает к этому желанию, как бы странно это ни звучало, именно проблема. Точка отсчета – это какая-то проблема, когда сегодняшняя ситуация этого конкретного человека не удовлетворяет, поэтому надо срочно что-то менять. Поэтому без готовности говорить о проблемах вы не продадите ничего, вы не заключите ни одной сделки. Проблемные вопросы – это вопросы о неудовлетворенности текущей ситуации. Что делают проблемные вопросы? Проблемные вопросы нам помогают продавать.
Дело в том, что люди покупают только в том случае, когда у них есть потребность. А потребность практически всегда вытекает из неудовлетворенности. Поэтому, чем более явна проблема, тем выше вероятность, что клиент купит. А в чем заключается цель проблемных вопросов? Целью является обнаружить скрытые потребности человека и добиться совместного понимания его проблем. Давайте накидаем ряд примеров проблемных вопросов. Испытывали ли вы какие-то трудности с контролем качества? Сколько потребуется времени вашему нынешнему поставщику, чтобы среагировать, если у вас произошла авария? Насколько вас устраивает время реакции вашего нынешнего поставщика? Также одна из важных сфер применения проблемных вопросов – это уточнение проблем. Дело в том, что дополнительные проблемные вопросы проясняют конкретные трудности клиента, развивают его беспокойство, помогают нам сосредоточить свои усилия по развитию его потребности в том направлении, где это с наибольшей вероятностью приведет к продаже. Для чего нужны проблемные вопросы? Проблемные вопросы нужны для того, чтобы узнать о проблемах. Дело в том, что на этапе ориентации 80% времени должен говорить клиент, а не мы. Для чего это нам надо? Для того, чтобы решить наши три задачи. Во-первых, добиться личностного контакта. Как мы этого добиваемся? Дело в том, что когда говорит человек, он счастлив. Когда человек слушает, он несчастлив. Поэтому на этом этапе нам надо дать возможность человеку говорить на интересующую его тему. Второе, нам важно получить информацию. И третье, когда говорит человек, а мы управляем его разговором при помощи правильно заданных вопросов, мы исследуем его картину мира. Таким образом, на этапе ориентации 80% времени говорит клиент, а не мы. Как это делается? Можно сказать примерно следующую фразу. Как показывает практика, в ряде случаев люди сталкиваются с такими-то, такими-то проблемами. И это приводит к таким-то, таким-то результатам. Поэтому я хочу спросить у вас, как у вас с этим обстоят дела? Что мы делаем? Мы в лоб заявляем человеку о той проблеме, о которой мы в курсе, как специалисты. Обрадует ли этот вопрос нашего партнера по переговорам? Может и не обрадует, но мы не радовать его пришли, а продавать. Мы задаем вопрос, человек начинает что-то говорить. Естественно, в комбинации с вопросом мы используем техники активного слушания. Цель – это расчесать проблему. Наша задача – передвинуть человека от скрытых потребностей, а таких, как о проблеме можно просто поговорить, в зону явных потребностей, которые предполагают то, что надо срочно что-то менять. Что еще важно учитывать? При подготовке презентации важно подумать о вашем продукте как средстве с точки зрения решения потенциальных проблем клиента. Дело в том, что человек так устроен, что не склонен совершать какие-то движения без должной на то необходимости. Поэтому наша задача – создать ему эту необходимость. Соответственно, при подготовке презентации важно подумать о вашем продукте не как описательном параметре, а с точки зрения решения потенциальных проблем клиента. Итак, давайте постепенно переходить от проблемных вопросов к вопросам извлекающим. В данном случае существует такой универсальный мостик для такого перехода. О чем идет речь? Дело в том, что самый значимый из всех проблемных вопросов, которые только можно задать, это магическое слово «почему?». Когда клиент говорит, например, «я недоволен такой-то ситуацией», то начинающим переговорщикам часто не терпится обсуждать решение, тогда как опытный переговорщик всегда спросит, почему это является проблемой. Опытный переговорщик тщательно выяснит проблему до того, как задать извлекающий вопрос. Дело в том, что вопрос «почему?» помогает понять лучшие причины недовольства человека. Опытные переговорщики, прежде чем задавать извлекающий вопрос, выясняют несколько проблем. Для чего они это делают? Умный переговорщик хочет иметь несколько проблемных путей, по которому сможет двигаться дальше, если какая-то из веток разговора окажется тупиковой. Также в сложных продажах важно понимать и исследовать проблему более чем с одной точки зрения. Это помогает повысить серьезность проблемы. Для чего важно задавать извлекающие вопросы? Извлекающие вопросы нужны для увеличения недовольства текущей ситуацией, улучшения осознания реальной величины проблемы, усиления значения проблемы, понимания всего спектра влияния проблем. В извлекающих вопросах степень влияния на клиента самая высокая. Она помогает повысить ценность нашего предложения. Дело в том, что ценность предложения всегда определяется степенью опасности, которую это предложение устраняет. Чем больше опасности, чем больше необходимости в решении проблемы, тем ценнее то предложение, которое решает эту проблему. Поэтому крайне важно начинать увеличивать ценность. Тогда и цена будет оказаться адекватна. Но если ценности нет, то любая цена будет казаться высокой. Извлекающие вопросы – это вопросы о скрытом значении проблем клиента. Эти вопросы помогают нам продавать при помощи увеличения серьезности проблемы клиента, чтобы она стала достаточно большой для ее обоснования и призыва к действию. Цель этих вопросов – развить силу проблем человека при помощи фокусировки на последствиях этой проблемы. Извлекающие вопросы помогают нам переводить человека от скрытых потребностей к
потребностям явным. Извлекающие вопросы – это мощное средство развития потребности. Они расширяют восприятие клиентам ценности того предложения, которое мы ему озвучиваем. Как извлекающие вопросы помогают процессу развития потребности? В идеале, проблема должна начать восприниматься человеком гораздо серьезнее, чем затраты на покупку нашего решения. В чем заключается трудность в использовании извлекающих вопросов? Основная проблема с извлекающими вопросами заключается в том, что автоматически они в голове у продавца не появляются. Даже профессионалам приходится обдумывать свои извлекающие вопросы заранее. Также важно понимать, почему данная проблема может быть важна для клиента и какие вопросы могут сделать ее более значимой. Тут важно понимать виды проблем, которые могут решить наши продукты или услуги, чтобы иметь возможность выбрать для развития наиболее подходящие скрытые потребности. Извлекающие вопросы усиливают боль, увеличивая серьезность проблемы. Основной принцип переговоров по принципам СПИН заключается в том, что хороший переговорщик всегда держит клиента на среднем болевом уровне, но никогда не позволяет этой боли стать чрезмерной. Новички же, работая с извлекающими вопросами, чувствуют, что достигают успеха, увеличивая только уровень боли для клиента. Но риск заключается в том, что человек может вынести только определенный уровень дискомфорта. Также важно понимать, что извлекающие вопросы являются самыми эффективными, но и самыми вредными с точки зрения влияния на настроение человека. Что значит извлекающие? Если проблемные вопросы, скорее всего, нащупывают проблему, то извлекающие вопросы заставляют клиента отвечать за последствия проблем. Как звучат извлекающие вопросы? Как клиенты воспринимают брак? К чему это может привести? Как воспринимает финансовая служба низкий уровень рентабельности? Как испытываемые вами трудности с контролем качества влияют на получаемые вами результаты? Насколько вас устраивает время реакции вашего нынешнего поставщика? Что может произойти, если время реакции вашего нынешнего поставщика на ваш запрос окажется недостаточным? К чему это приведет? Идея этих вопросов – показать клиенту, что те или иные проблемы всегда имеют последствия. Дело в том, что проблема сама по себе не так страшна, а вот последствия этой проблемы, влияние этой проблемы на конкретные показатели бизнеса – это позволяет взглянуть на ситуацию трезво. Тут важно понимать, на что проблемы отражаются. Сами по себе проблемы не опасны. Они опасны именно влиянием на различные аспекты деятельности. Об этом и надо говорить. Для чего? Человек может недооценивать истинной степени проблемы. Он может неправильно относиться к тем или иным параметрам своего бизнеса. Факты о своем бизнесе он, естественно, знает лучше нас. А вот проблемы и их последствия может недооценивать. Тем более, что людям свойственна привычка минимизировать последствия, жить сегодняшним днем. Человек не хочет что-то менять, тем более он не хочет думать о плохом. Поэтому он склонен оптимизировать ситуацию, считать ее более оптимистичной, чем она есть на самом деле. Поэтому наша задача четко и недвусмысленно показать партнеру по переговорам все последствия, которые его могут ожидать. Цель – перевести его от скрытых потребностей к потребностям явным, чтобы он захотел что-то изменить и как следствие за это заплатил. Цель – изменить картину мира, изменить оценку ситуации, изменить взгляд на ситуацию, подвести человека к осознанию каких-то проблем. В чем заключается проблема с извлекающих вопросов? Дело в том, что извлекающие вопросы относятся к категории трудных, и без привычки они в ходе переговоров практически не задаются. Поэтому к ключевым встречам такие вопросы надо готовить заранее, исходя из специфики вашего продукта. Давайте поговорим о направляющих вопросах. Что такое направляющие вопросы? Это вопросы о ценности, важности и пользе вашего решения. Направляющие вопросы повышают привлекательность вашего предложения, которое вы транслируете человеку. Их цель – развить желание клиента, приобрести ваше решение при помощи фокусировки на выгодах, которые принесет ему это решение. Направляющие вопросы позитивны, полезны и конструктивны. Они фокусируются на решении проблемы. Они снижают количество возражений, так как заставляют клиента объяснить, как ему сможет помочь ваше предложение. И таким образом убедить самого себя в ценности вашего решения. Направляющие вопросы кардинально отличаются от всех других вопросов. Эти вопросы самые влиятельные из всех типов вопросов. Потому что направляющие вопросы обращаются ко второму компоненту явной потребности – желание решить проблему. Какие функции несут в себя направляющие вопросы? Они несут три основные функции. Первая функция – это определить явную потребность, то есть выяснить, существует явная потребность или нет. Вторая функция – это развитие явной потребности.
так как они заставляют клиента объяснить важность потребности, отвечая себе на такой вопрос, почему это для вас важно. Третья функция – это расширить явные потребности. Направляющие вопросы приглашают клиента конкретизировать дополнительные выгоды, спрашивая, как еще может вам помочь данное решение, или какие еще дополнительные выгоды вы сможете извлечь от использования нашего решения. Ответы клиента помогают придать нашему предложению дополнительную ценность в его собственных глазах. Цель направляющих вопросов – прояснить и развить желание человеком принять наше предложение. Дело в том, что не имеет никакого значения, что вы считаете свое предложение ценным. Дело в том, что пока клиент сам не поверит в это, вам не продать. И пока клиент сам не начнет предпринимать какие-то действия для изменения текущей ситуации, продажи вам не видать. Для чего важно задавать направляющие вопросы? Чтобы подчеркнуть клиенту прямые и косвенные выгоды от решения проблем и вашего решения. Давайте в качестве аналогии рассмотрим следующий пример. Представьте, что вам надо передвинуть какой-то предмет, причем передвинуть его от отсутствия проблем в зону явных потребностей. То есть задача передвинуть клиента по четкому вектору. Что мы можем делать? Мы можем толкать предмет и тащить предмет. Вопросы проблемные и извлекающие являются толкающими. Они показывают проблемы, опасности, сложности, как бы побуждают клиента начать движение. А вопросы извлекающие и направляющие являются вытягивающими. Они помогают задавать вектор. Получается, что вопросы проблемные и извлекающие являются толкающими. Они разжигают огонь, заставляют клиента начать движение. А вопросы направляющие являются вытягивающими. Они показывают привлекательность хорошего, рисуют картину светлого будущего, в которую переместится клиент, если воспользоваться вашим предложением. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы в процессе переговоров с вашими клиентами вы не только помогали им осознавать конкретные проблемы и их последствия, но и максимально удовлетворяли их потребность при помощи тех продуктов или услуг, с которыми вы пришли к ним на переговоры. А также хочу пожелать, чтобы ваши планы всегда находили воплощение в интересных проектах, а сами проекты после их реализации достойно финансировались. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!